Сегодня поговорим с вами о моем прогрессе. Как я красил год назад и как я крашу сейчас. Одна из последних миниатюр. Если хотите фотографии поближе, зайдите в мой инстаграм, ссылка есть в описании. Вот, одна из последних работ и одна из первых работ, поэтому разберем сегодня основные ошибки новичков и как тебе, конкретно тебе, повысить свой скилл гораздо быстрее, чем это делает Даниил уже год. В общем, как повысить свой скилл гораздо быстрее и главные ошибки новичков, которые видны на моих первых миниатюрах и менее видны и очевидны, все равно ошибки есть, я не спорю, но их гораздо меньше на моих последних миниатюрах, поэтому поговорим сегодня о опыте, который я передам вам, чтобы вы повышали свой скилл быстрее, чем я. И первая ошибка, которая в моих первых работах и которой нет в моих последних работах, это обильное использование проливки. Проливка, ребят, это не панацея от всего, поэтому используйте ее всегда, лучше не надо. Лучше учиться рисовать тени, ребят, потому что рано или поздно этим придется заняться, потому что проливку использовать всегда не получится. Ну, конечно, получится, если вы просто там по фану свою армию красите один раз в 5 лет, и поэтому вам, в принципе, там навыки покраса не нужны, да? Поэтому, в принципе, да, можете использовать проливку, она для вас и была создана. Но если вы хотите совершенствовать свои навыки покраса, старайтесь начинать, по крайней мере, начинать исключать из своего рациона покраса проливку, потому что дает грязь, некрасивая, и тут она вообще даже у меня не обработана. Знаете, прикольно, вот, например, здесь вот на камне можно было покрыть проливкой и продрайбрашить, и потом еще тонким слоем проливки дать, чтобы убрать пыль. Это было бы лучше. Но все равно миниатюра неплохо получилась, но проливки многовато, и если бы сейчас я красил эту миниатюру, первое, что я бы сделал, это использовал меньше проливки. Еще одна ошибка, которая нету в этой миниатюре, но есть в моей самой-самой-самой первой миниатюре, и я вижу это постоянно, как это красят новички, я просто встречаюсь в клубе, вижу, как люди красят, и как вот красил я первую свою миниатюру, как красил мой знакомый свою первую миниатюру, и почему-то новички, если вы никогда не красили миниатюру или красили, проверьте вот эту вот ошибку. И тут ее нету, потому что это не самая первая миниатюра, но все же. Это покраска миниатюры на 80%. Потому что я часто замечаю, что покрашено, знаете, вот, то есть как-то вот так вот, а не покрашено внутри, не покрашено вот где-то вот здесь вот сбоку. Красьте миниатюру на 100%, ребят. Если вы вообще никогда не красили миниатюру или красите на пару штук, старайтесь, я знаю, вероятнее всего у вас есть эта ошибка, проверьте ее, чтобы все элементы миниатюры были покрашены. Хотя бы в базовые цвета, я уже не говорю там о чем-то высветлениях, тенях. Просто базовые цвета, хотя бы, чтобы были на 100% миниатюре, а не на с одной стороны, а внутри там или сбоку, с ноги не покрашено вообще. Даже без попытки покрасить. Поэтому красьте миниатюру целиком, без пропускания каких-то элементов. Вот. Часто это вижу, ребята, это, ну, надо исправлять, если хотите расти в мире покраса. Следующая ошибка, которая есть на этой миниатюре, ее меньше, она все еще есть, но меньше на моих свеженьких миниатюрах, которые сейчас крашу, это то, что я боялся экспериментировать, ребят. Не бойтесь, покрас это вот прям вот эксперименты, вот прям эксперименты, и только они и одни буквально, потому что если вы экспериментируете, вы находите что-то новое, новые техники, и экспериментов у меня раньше было не так много, то есть где-то вот такой вот эффектик добавить, где-то вот здесь щепоточку этого, поэтому старайтесь больше экспериментировать. Чем больше вы будете экспериментировать, внедрять какие-то новые техники, новые эффекты, свои покрасы, свои, да, получается, новые миниатюры, то ваш скилл будет расти гораздо быстрее, а миниатюры будут быстрее и быстрее становиться только лучше, только красивее. Поэтому красьте миниатюры, экспериментируйте, это очень важно для вашего роста и для ваших красивых миниатюр. Быть может, давать больше контраста, то есть более темные тени, более светлые тона.
Вот я на самом деле сейчас немного побаиваюсь экспериментов, и это очень тормозит, ребят. Не бойтесь, экспериментируйте, у вас все будет получаться лучше, лучше, лучше с каждым разом. Следующая ошибка — это то, что я почему-то наносил сюда краску какими-то пятнами. Ребят, смотрите, что пятен не было. Это важно. Используйте воду, чтобы разбавить краску. Используйте ламия медиум, о которой я буквально час назад снял видео. Можете найти, может, на канале оно уже есть, если я выложил его уже или еще не выложил, поэтому подписывайтесь и ждите видос про ламия медиум. В любом случае, разбавлять краску важно, чтобы получался равномерный оттенок, равномерный слой по всей миниатюре. Без луж, без капель, без вот этого вот, без разводов. Следите за этим. Это очень влияет на общую картину о миниатюре, да, общее впечатление. И лужи, и какие-то пятна — это некрасиво. Красиво в некоторых очень-очень единичных случаях. В основном старайтесь, чтобы не было никаких пятен, разводов, каких-то луж и остатков краски, каких-то там вот, прям перебор с красками, там каких-то жирных слоев, ребят. Исключайте этого, и ваши миниатюры будут выглядеть аккуратнее. Следующее, что хотел бы обсудить, это обильное использование dry Это тоже, я считаю, как ошибка, потому что надо изучать другие техники. Dry это не панацея от всего. Многие вообще считают, что эта техника не для новичков, но я ее использовал и использую по сей день. Она хорошо подходит для подставок, она бы здесь вот хорошо помогла. На вот этих вот всех каменных элементах, вот здесь вот, да, хорошо бы помогла, но я ее использовал на ткани вот здесь вот. Может, это и выглядит нормально, ну не так уж прям, что плохо, да, но все равно, если бы я какой-нибудь техникой там эйджинга или еще что-то, эйджи, если не знаете, что это, посмотрите в интернете. То есть это яркие высветления на гранях миниатюры, такие и симпатичные. Поэтому это выглядело бы аккуратнее, как-то красивее. Поэтому, по-моему, использовать Edge или какие-то другие альтернативные техники лучше. Поэтому Dry это не панацея, если вы везде его суете, используете в каждой миниатюре Dry старайтесь начинать и исключать его и использовать более интересные техники. И тем самым вы будете красить все лучше и лучше, совершенствоваться в новых интересных техниках, и скорость будет у вас увеличиваться, потому что кажется, что драйбраш это супер быстро, но на деле, освоив любую технику, вы будете использовать ее быстро, так же быстро, как и драйбраш, поэтому ищите альтернативные способы. Драйбраш это не ответ на все, поэтому ищите другие способы, красите, совершенствуйтесь, и да пребудет с вами сила. Конечно, нельзя прогрессировать только исправляя чужие ошибки. Конечно, вы будете совершать и свои. И спустя время советую пересматривать свои старые работы, фотографии, или если они у вас есть на руках, прям брать и пересматривать свои старые работы, учиться на своих старых ошибках, потому что, как вы знаете, свои шишки болят больнее. Поэтому, как бы вы много не смотрели всяких обзоров, ошибок там художников, моих ошибок, красьте, замечайте свои ошибки и исправляйте их, так вы узнаете и чужие ошибки, и свои еще подправите. Вы, быть может, обратите внимание на то, что я сегодня вам рассказал, это может быть вам будет полезным. То есть вы такие: ой, я и не замечал, что крашу миниатюру на 50%, там только крашу одну ногу и сойдет, ставлю на полочку, как готовая миниатюра. Нет, ребят, все мы растем, все мы развиваемся, поэтому следите за своими ошибками, за какими-то ошибками, допустим, моими, о которых я рассказал сегодня в ролике, которых я уже совершаю гораздо меньше, но все же ошибочки иногда проскакивают, и я это знаю, я за собой это замечаю, и я это исправляю. Поэтому растите, ребят, совершенствуйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ребята, жду вас, какие у вас ошибки, или которые, может, ошибки, которые вы часто замечаете за новичками. Пишите, пообщаемся, ребят. Так, всем спасибо, всем пока-пока.